Эта история произошла в отдаленной карпатской деревушке, затерянной на самом краю земли, там, где леса начинают шептать задолго до наступления сумерек, а скалы гудят особым низким звуком, будто внутри них дремлет нечто древнее, живущее вне времени и человеческого понимания. В этих местах жил человек по имени Марек Ковал, вдовец, лесник, отшельник, чье имя знали все, кто когда-либо сталкивался с горами не как с красивыми пейзажами, а как с живой и иногда безжалостной стихией. Марек обитал в доме, стоящем на каменном выступе, вырастающем над глубоким ущельем, в котором солнце появлялось лишь на короткий час, и то не каждый день, особенно зимой, когда свет не добирался даже до самых высоких елей. Дом был старый, обветренный и потемневший от времени и дождей, но крепкий, как сама скала, и пахло в нем древесной смолой, пеплом, сушеными травами и тишиной. С людьми Марек почти не общался, и не потому, что ненавидел их. Напротив, он просто не нуждался в их словах, ибо гораздо больше ценил язык леса, ветер в кронах, следы на влажной земле и голоса птиц, звучащие утром, как нездешние заклинания. После смерти жены он замкнулся не из горя, а из понимания, что потеря того, кого ты любишь, делает все остальное слишком громким, ненужным и пустым. С тех пор он жил в ритме гор, лечил раненых зверей, знал тайные тропы, по которым не ходили даже старые охотники, помогал тем, кто терялся или травмировался, и никогда не ждал за это ни благодарности, ни платы, потому что просто считал это своим долгом перед землей, на которой жил. Поздней осенью, в один из тех хрупких дней, когда холод еще не завоевал все, но уже трещит по утрам в земле и висит в воздухе, как хрусталь, он нашел его. На голых камнях, у самого обрыва, лежала огромная птица, чья тяжесть и размах крыльев напоминали доисторические легенды. Это был гриф, перья цвета пепла и сажи, массивное тело, тяжелый загнутый клюв и почти лысая голова, а глаза его были настолько темными и глубокими, что казалось, они смотрят не на тебя, а сквозь, туда, где ты сам себе не знаком. Одно из крыльев было сломано, висело безвольно, перья слиплись от крови и грязи, но сама птица лежала без звука, спокойно, будто ждала. Когда Марек подошел ближе, гриф поднял голову и посмотрел на него с такой пронизывающей внимательностью, что у человека по спине пробежал холод, не от страха, а от понимания, что перед ним не просто раненое существо, а нечто иное, внимательное и древнее. Не раздумывая, Марек поднял птицу, бережно укутал в старое одеяло и понес в сарай, где устроил ей просторное и чистое место. Постелил тряпки, принес мясо, поставил воду, обработал рану, говорил с нею негромко и с уважением, как говорят с кем-то, кто слушает. Птица не шипела, не каркала, не вырывалась, просто молчала и смотрела, а между ними возникла тишина, похожая не на пустоту, а на напряженное ожидание, как в заброшенной часовне, где забыли убрать свечи. С каждым днем гриф креп, расправлял крылья, вставал на лапы, ел медленно, словно не нуждался в еде, а просто следовал правилам бытия. В его взгляде не было благодарности, но и не было враждебности, только холодное, равнодушное достоинство, которое почему-то не пугало, а вызывало желание держать дистанцию и наблюдать в ответ. И однажды, спустя почти месяц, Марек понял — пришло время прощаться. Он открыл двери сарая, вывел птицу на пригорок, где не было ни деревьев, ни укрытий, и, отступив на несколько шагов, замер, ожидая. Гриф стоял, будто вглядывался в небо, затем поднял крылья, взмахнул ими тяжело, но уверенно, и взлетел без крика, без прощального жеста, просто исчез, оставив после себя лишь тень, скользнувшую по земле. Казалось, история завершена, но гриф вернулся. Сначала через неделю, потом снова через месяц.
Он садился на сухую, давно мертвую ель, что торчала у дома, как костяная рука, и сидел часами, наблюдая. Иногда исчезал на долгие недели, но всегда появлялся вновь. Никто не знал, что его тянет обратно, но Марек чувствовал, между ними осталась связь, не дружеская и не враждебная, просто настоящая, глубокая, как колодец, в котором спрятано нечто важное. Прошло почти 10 лет. И однажды, среди медленно уходящей осени, к дому Марека приехали гости. Его сын Степан, с которым они виделись редко и натянуто, молодая жена Степана, тихая женщина с уставшими глазами и младенец, 3-месячный мальчик по имени Владик. Ребенок спал почти все время и лишь иногда открывал глаза. Широко, без удивления, будто не смотрел, а прислушивался. Когда Марек держал внука на руках, его взгляд был не старчески мягким, а внимательным и спокойным, как у человека, впервые увидевшего нечто чудесное, слишком живое и чистое для этих диких мест. «Это твой лес, малец, твоя земля, и когда подрастешь, я научу тебя слушать, а не говорить, потому что здесь это куда важнее», — прошептал он, и в этот момент, как будто в ответ, в небе показался силуэт. Он появился бесшумно. Гриф, тот самый, медленно и широко круживший над деревьями, не предвещая беды, но вызывая в сердцах гостей тревогу, столь глубокую, что ее невозможно было объяснить. Степан схватился за плечо ребенка, женщина прижала младенца к груди, но Марек лишь поднял голову и сказал, не отрывая взгляда от неба: «Он вернулся. Он наблюдает. Не бойтесь. Если бы хотел забрать, уже бы забрал». Гриф сел на высохшую ель, как когда-то, и неподвижно следил. День шел своим чередом. Еда, смех, песни, разговоры. Но к вечеру птица изменилась. Она взлетела выше, начала медленно кружить, изредка опускаясь, и издавала тяжелые гортанные звуки, будто предупреждала о чем-то, что знала одна. Марек замер, чувствуя напряжение кожей, как зверь, предчувствующий бурю. И вдруг движение. Без предупреждения, без звука, гриф сорвался вниз, метнулся к двору, где в этот момент находился младенец, и, схватив его в когти, крепко, но осторожно, взмыл в небо. Женщина закричала. Степан бросился вперед, все кричали, но было поздно. Птица исчезла за верхушками деревьев, оставив после себя только страх и гул в ушах. Началась паника. Кто-то звал на помощь, кто-то кричал, кто-то искал оружие, но Марек, в отличие от всех, стоял и молчал. Не потому, что не чувствовал боли, а потому, что чувствовал нечто другое. Смысл, страшный, но ясный. Такой, который невозможно было объяснить ни словами, ни жестами. И тут гул. Сначала под ногами, глухой, как стон, потом в воздухе, будто сама гора вдохнула. Из трещин в земле вырвались искры. Багровые, как жар, вспышки, как будто древняя сила просыпалась. И в следующий миг склон горы рухнул. Огромная масса земли, камней, деревьев и корней накрыла все — дом, двор, людей, оставшихся внизу, превратив прежний уют в грязный, мокрый, тяжелый кратер. И после этого тишина, настолько плотная, что она звенела. А потом в небе вновь появился он, Гриф. Он летел низко, медленно, как будто не торопился, и в когтях его был Владик, живой, спокойный, без крика. Птица опустилась на соседний холм, не торопясь, аккуратно, и положила младенца на траву, что еще дымилось от недавней лавины. Ребенок не плакал. Он смотрел на мир, как будто знал, что все произошло правильно. Марек подошел первым, за ним эти остальные. Мать подняла сына, зарыдала, Степан стоял бледный, не в силах сказать ни слова,
а Гриф смотрел на старика, и в этом взгляде было не сожаление, а тяжесть знания и необходимость исполненного долга. И тогда Марек сказал: «Ты знал, ты спас его, спас нас всех». Гриф не шелохнулся. Потом поднял крылья, один раз, громко и пронзительно, закричал, будто обозначая точку в этой истории, и исчез в небе, растворившись в начинающейся темноте. С тех пор его больше не видели. Но в тех краях, когда небо темнеет раньше времени и ветер несет с собой запах пепла, старики говорят, что если над лесом кружит Гриф, значит, он что-то чувствует, что-то знает и, возможно, кого-то защитит. Или заберет. А Владик, подрастая, однажды спросил деда: «Правда, что меня унес Гриф?» И Марек ответил спокойно: «Правда, но он унес тебя не от нас, он унес тебя от смерти». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.